Всем привет! Давно не было видео на моем канале, своего рода летние каникулы. Так получилось, что мне нравятся полевые часы, и сегодня я сделаю видео про часы, которые давно хотел приобрести. Это Alba, дочерняя компания японской Seiko. Ну что, давайте вскроем. Я первый раз, я еще не вскрывал, ждал, когда я смогу сделать видео. Я даже не видел сам. Итак, коробочка достаточно простенькая, потому что это недорогие часы, и вообще мой канал, он про доступные часы. Поэтому вот, собственно. Такие аккуратненькие. Сейчас быстро посмотрю, что тут еще есть. Угу. В общем, я думаю, что такая инструкция, но, наверное, все мы знаем, как работают часы. 6600 японских йен. Уж не знаю, я посчитаю, сколько это. Очень приятные первые впечатления, внешний вид достаточно приятный. Глубокий черный цвет циферблата очень круто смотрится. Отделка достаточно приятная, такая сатинированная. Очень похоже на внешний вид на титан. Хотя я думаю, что это нержавеющая сталь все-таки для такой цены. Ремешок нейлоновый в один проход, обратите внимание. Полированная такая поверхность. Здесь основные детали про часы. Что приятно, водозащита 10 атмосфер, хотя крышка по виду просто захлопывающаяся. Ну и понятно, что это кварцевый механизм Seiko. Давайте снимем размеры. 36,5, можно сказать 37 миллиметров в диаметре. Я бы сказал, что это очень хороший размер для полевых часов. Почему? Потому что полевые часы очень удобно, когда они не мешают, не оттопыриваются, ни за что не цепляются. Они не должны мешать. От ушка до ушка почти 42. Ширина ремешка 18 миллиметров. Ну, 10 миллиметров практически в толщину. То есть очень компактный. Давайте взвесим. 40 грамм. Вообще отлично. Вот так выглядит на запястье. Очень компактные, прям 37 миллиметров. Я думаю, что это хорошо для полевых часов быть небольшими, не мешать вообще. То есть ты за счет того, что они небольшие, за счет того, что они такие легкие, ты просто забываешь, что они у тебя есть. И они никак не мешают, ни за что не цепляются. Обратите внимание, слово solar, солнечная панель. В целом эти полевые часы обычные, ничего особенного из себя не представляют. Обычный кварц, обычные полевые часы. Но изюминку им придает вот как раз вот эта солнечная панель. То, что они могут питаться от света, заряжать свой аккумулятор. Это удобно. Как я уже сказал, толщина и габариты часов достаточно удобные. Еще один из плюсов, который сразу мне понравился, то что нейлоновый ремешок, он один проход у него. То есть здесь нет двух слоев, как обычно с НАТО бывает ремешками. Не утолщает высоту часов с ремешком. Из минусов длина ремешка такова, что он вот здесь уже кончается. То есть у меня маленькое запястье. Для людей, у кого запястье хотя бы 18 сантиметров в окружности, этот ремешок будет маленький, он какой-то детский даже, я бы сказал. Но он имеет стандартную ширину 18 миллиметров и можно заменить на любой другой ремешок. Мне нравится набор стрелок, их форма и длина. Форма часовой и минутной стрелки напоминает меч.
Кончик часовой стрелки тонкий, и под ним можно разглядеть значение часов в 24-часовом формате, а маленький кончик практически дотягивает до часов в 12-часовом формате, выполненных крупным шрифтом. Нравится форма секундной стрелки, она как стрела. Было бы интересно, если бы она была бы окрашена в желтый цвет или, например, в оранжевый цвет, но в целом и белый цвет вполне себе гармонично смотрится здесь. Окошко даты и дня недели смотрится вполне хорошо, гармонично. Минеральное стекло выпирает немного. Я думаю, что оно будет склонно к образованию царапин, но смотрится красиво. Интересная обработка корпуса, но не выглядит богато. Зато выглядит, как будто корпус выполнен из титана. Хотя это не так. Что в итоге? Довольно приятные полевые часы, которые в жизни смотрятся лучше, чем на камеру. Я вижу, что камера не передает этот вид. В первую очередь вот этот глубокий черный цвет циферблата, который просто очень шикарно смотрится. Создает очень хорошую читаемость и сильный такой большой контраст для меток и цифр. Какие еще плюсы? Ну, конечно, это солнечная панель. То есть они будут подзаряжаться от света. Это приятно. Немаловажный момент – это, конечно, цена. И да, если мне часы обошлись примерно в 60 евро, я знаю, что в Японии они стоят, наверное, в 2 раза дешевле. Но это и минус, потому что этот бренд Alba рассчитан на внутренний рынок Японии. Это называется JDM – Japan Domestic Market. То есть они не продаются за рубежом, и надо заказывать из Японии. Еще один плюс я бы тут отметил – это компактный размер этих полевых часов. Мне кажется, вот такой размер 38 мм это классический размер часов полевых. Мне кажется, что когда они носились такого рода часы где-нибудь во времена войны во Вьетнаме, наверное, они такого размера и были. Второй минус, кроме того, что они не продаются за пределами Японии, хотя не знаю, считать ли это минусом, но все же, в общем, минус и большое разочарование – это отсутствие люминофора как такового. Его тут нет совершенно. И даже если кажется, что он есть на стрелках минимум, даже на секундной стрелке есть какая-то краска, но это просто краска. Она не является светонакопительной, в темноте она не светит. Это большое разочарование. Еще один маленький минус. Почему маленький? Такое достаточно символичное слово, потому что ремешок достаточно короткий. То есть я думаю, что такой ремешок хватит на запястье размером, ну, максимум 18,5 сантиметров. Возможно, эти часы позиционируются как подростковые. Другой вариант, что, может быть, у японцев достаточно небольшие руки, толщина запястья, возможно, просто у японцев, ну, такие руки, не очень большие, поэтому им такой длины ремешка вполне достаточно. Может быть, в этом причина. Как бы то ни было, ремешок короткий, то есть мне он вот на предпоследнем запястье, на предпоследнем делении, хотя у меня запястье 17,5 мм, то есть достаточно маленькое. Но это небольшой такой минус, потому что, как я сказал, 18 мм ширина ремешка, можно поставить любой другой ремешок. Нейлоновый, кожаный, какой угодно. Но я думаю, так как это полевые часы, наверное, все-таки не нейлоновый. Ну или брезентовый. Ну и так как я говорил, 37-38 мм диаметр этих часов и меньше 10 миллиметров, 9,5 миллиметров толщина. Часы подходят для людей с небольшим запястьем, то есть как у меня, и даже меньше. Они очень хорошо подходят. То есть они будут сидеть хорошо, не мешать. А это большой плюс для полевых часов, мне кажется, чтобы они не мешались.
Очень так смазанный получился итог, но, повторюсь еще раз, очень приятный внешний вид, приятный бонус, что они солнечной панелью, и приятная цена, то, что они недорогие. Из минусов, самый главный минус, нет люминофорного покрытия ни на стрелках, ни на метках. Ну а длина ремешка — это мелкий минус, более значительный минус — это то, что их не так-то просто купить. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением об этих часах в комментариях, будет интересно узнать. Если вам не сложно, поставьте лайк этому видео. Если вам интересна данная тематика, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео, пожалуйста, включите колокольчик этого канала. Ну и на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до свидания.